Мы опоздали, пробку. Итак, здравствуйте. «Комсомольская правда» совместно с еженедельником Теле7 и интернет-порталом TV.ua проводит прямую линию с известным исполнителем, победителем Евровидения 2009 Александром Рыбаком. Здрасте. Вопросов пока нет. Начнем с вопросов с сайта. Саша, у тебя были когда-нибудь проблемы с законом? Законом? Да. А что значит? Ну, с милицией, с полицией, с милицией, с правоохранительными органами. Ну нет, это единственная проблема, это что в России, в Украине все, все эти продюсеры, все платят долларами без конта, без ничего. Это моим менеджерам норвежским, конечно, трудно было понять это первые месяца, а сейчас это уже нормально вроде. А то, что в Украине запрещено в общественных местах курить, пить слабоалкогольные напитки, никогда не возникало с этим проблем? У меня не возникало, наверняка возникало, но не у меня. Хорошо, следующий вопрос. Саша, привет. Если через много лет ты решишь экранизировать свою жизнь, то какой бы актер смог бы хорошо тебя сыграть? Типа фильм про меня? Да, меня? если бы сняли про тебя фильм. Я даже не знаю. Мне очень из юных актеров мне очень нравился Хит Леджер, но он умер. Но как раз у него есть такая, он такой же разнообразный, как я, да и красивее, чем я тоже. Хорошо было, чтобы он сыграл. Хорошо. Еще один вопрос. Очень волнует девушек из Украины. Есть ли шанс у украинки стать миссис Рыбак? Конечно, есть то, что как судьба захочет, так и случится все. Я буду очень рад, если вообще я найду девушку. Неважно же в Украине или в Африке. Хорошо, следующий вопрос. Дарина спрашивает, если бы тебе предложили полететь в космос, ты бы согласился? На недельку, да. Не страшно? Откуда я знаю, страшно или нет? В фильмах всегда страшно, в фильмах всегда там что-то случается в космосе. Но может быть очень как раз вдохновительно бы было. Может быть, это идея, может быть, я мой новый альбом сочинил в космосе. Было бы интересно. Некая любопытная спрашивает, Алекс, ты говорил не раз, что мечтаешь в старости писать саундтреки. К какому фильму ты бы хотел написать саундтрек? Даже не знаю. Я вообще просто хочу работать как композитор. Даже не только для фильмов, для лучше начать так поскромнее. Для рекламы, может быть, песни. Это как раз гораздо труднее саундтрек, мелодию сочинить для рекламы, чем для фильма. Потому что для фильма там можно весь сюжет, там разный. А вот для рекламы как раз там нужно именно малюсенькая такая мелодия, которую все запоминают. У нас первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Задавайте свой вопрос. Алло, привет. Здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Виктор. Очень рада сюда ждать, потому что вчера ждали с ребенком, спать не ложил. И вы знаете, походу, вот был вопрос про футбол. Любите футбол? Первоначально. Люблю ли футбол? Мне очень нравится Полюблюшенко и Аршавин. И Седан. Но Седан закончил уже, так что... И попутно у меня возник вопрос, связанный с моим ребенком. Смогли бы вы отработать бесплатно месяц в садике в качестве няни? Очень плохо слышно. В качестве няни месяц в садике бесплатно смогли бы отработать? Если нужно было помочь другу, например, то, конечно, я бы поработал. Спасибо огромное. Пока что еще не надо поблагодарить, я еще не работал там. Спасибо, до свидания. Спасибо. Микрофон хорошо будет. Не надо так. Да, хорошо. Хорошо, следующий вопрос. Маргарита.
конце 2009 года ты устроил конкурс на лучшее фан-видео. А будет ли в этом году такой конкурс? Если да, то по каким критериям будет проходить отбор видео от поклонников? Ну, в прошлом году мне просто было скучно, там, в декабре я такой конкурс сделал. Я даже не знаю, сейчас наоборот, мне больше хочется сейчас творчеством заниматься, а не конкурс устраивать. Понятно. Следующий вопрос от Ольги. Ты сейчас очень активно участвуешь в благотворительных концертах и акциях. Скажи, что значит для тебя такие мероприятия, важны ли они для тебя? Пригласили на мероприятие в поддержку таких глобальных проблем, как наркомания и СПИД. Ты бы принимал участие? Да, конечно. Потому что благотворительность, это, конечно, это не для меня важно, потому что это для тех людей важно, кому-то нужно. Ну, например, наркоманам, да. Но наркоманы, это типа они свою судьбу сами сделали, а вот я больше, да, я больше забочусь о детей и о детях, да. И, например, 2 недели назад я посещал разные больницы и там дарил там плюшевые мишки детишкам, которые болели. Конечно, очень сильное впечатление, там некоторые, может быть, уже сейчас умерли, но все равно. То, что странно, что дети гораздо легче это воспринимают, чем родители, потому что дети всегда позитивное что-то находят, а родителям, конечно, еще сложнее. Следующий вопрос Виолетта спрашивает. Саша, у тебя настолько плотный и насыщенный график, хватает ли времени на родителей и часто ли ты общаешься с родственниками? Слишком редко, к сожалению. Ну вот я семью пригласил в мою новую квартиру, мы посмотрели там фильм на новом телевизоре HD. Ну, конечно, фильмы смотреть это хорошо, но хотелось бы на неделю куда-нибудь пригласить, там, в Грецию, в Испанию, что-то такое. А бабушек моих я уже почти уже полгода не видел. Родственники обижаются, что так редко видят? Нет, они не обижаются, я думаю, они наоборот очень довольны, что они наоборот сейчас гораздо больше меня видят, потому что сейчас я по телевизору каждую неделю. А квартира в Осло уже новоселье было, да? Да, даже несколько. Вопрос о квартире в Осло. Ага. Хорошо, следующий вопрос от Анастасии. Я знаю, что вы снимали в Крыму новый клип. Как скоро мы сможем его увидеть? Подождите, сейчас я подумала, что о чем-то другом у меня. Когда я больной, у меня всегда мысли летят в разные страны. Еще в Крыму вы снимали клип недавно? Когда... Да, вчера. Я думаю, через 2-3 недели уже могут уже люди увидеть клип. И я думаю, что очень понравится людям, потому что он довольно отличается от других клипов. Это не в студии, там не оголенные девушки и все такое, а наоборот, это там я голый. Я не голый, но мы на горе стоим, играем, поем, и это очень все живописно, все очень природно. Можно так сказать. А вообще в Крыму понравилось? В Крыму очень понравилось. Это типа смесь Норвегии, США и Греции, это все такое, да. А фанаты сильно доставали? Нет, это я фанатов доставал. Приветик, Алекс. Ты часто даешь благотворительные концерты и опекаешься благотворительным фондом в поддержку перспективных скрипачей. Не хотел бы ты... Здравствуйте, прямая линия. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло. Алло.
Задавайте свой вопрос. Алло. Привет. Алло. Здравствуй. Привет. Привет. Это ты как называешь? Я тоже. Да. Это, у меня, я Валентин, я из Киева. Привет, Валентин из Киева. Это, я хочу такой вопрос задать, я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь. Вот. Очень хорошо, что не хочешь вмешиваться. Но все-таки интересно. Да, все-таки вмешиваешься. Какие у тебя отношения с Леной Майер? Ну, мы неделю вот в течение Евровидения мы познакомились. После этого у меня такой же плотный график стал, как и у меня после Евровидения. Так что, ну, мы дружим, иногда посылаем имейл друг другу, а так не. А что, тебе нравится она, да? Ну, нет, она мне, как-то очень человек нравится, вот. Мне просто интересно, она говорила что-то про свадьбу скоро. И когда это свадьба? Про свадьбу? Нет, она так шутила. Это мы практически не знали друг друга, когда мы встретились. Я имею в виду, когда мы были на Евровидении, после мы практически не знали друг друга. А планируете? Ничего не планируем. Понятно. Ну, спасибо, тогда вам большое желаю. Нет, да, так что шанс у тебя есть. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Так, продолжим. Не хотел бы ты учредить стипендию в фонде для талантливых скрипачей? Да, я очень... Я хотел бы задать вопрос. Пожалуйста. Александр, ты собираешься участвовать еще в каких-нибудь конкурсах классической музыки или типа концертов? Я уже так много конкурсов выиграл, что я сейчас уже боюсь больше участвовать. Я очень бы хотела, чтобы ты выиграл что-нибудь еще. Ну мне тоже бы хотелось. Я могу в покер начинать играть или что-нибудь такое. Но я с удовольствием буду участвовать как композитор. Например, опять вот в Евровидении. С удовольствием. Может быть за Белоруссию, может быть за Швецию. Отлично. Очень бы хотела. Посмотрим. Очень приятно, что тогда. Ага. Пока. Следующий вопрос от Юли. Какое русское женское имя тебе нравится больше всего? Аня. Да. Это тоже очень, как сказать, демократичный ответ тоже, потому что очень много Ань. А какие-то ассоциации вызывают у тебя имя с каким-то человеком? Дипломатичное, извини. А? Каким-то конкретным человеком вызывают ассоциации? Да. С многими конкретными. С многими. Да. Хорошо. Следующий вопрос от Валерии. Скажи, пожалуйста, Валерия тоже красивое имя. Да. А на каком языке тебе снятся сны? Вопрос, Последние полгода снились на норвежском, потому что мне снилась девушка, которая меня покинула. Да. Да и довольно брутально покинула. Так что, раз она норвежскоязычная, так слышно, снилось по-норвежски. Хорошо, следующий вопрос от Маши. Саша, приходилось ли тебе слушать украинские народные песни? Знаю, тебе интересен фольклор разных стран и уверена, украинский фолк тебе бы понравился. Мне вообще нравится вся музыка. Да. Самое главное, просто, чтобы хорошая мелодия была. Украинский народный. Именно народный. Я чувствую, что украинское народное не очень отличается от белорусского. Или русское тоже. То есть это все такие бабушки, которые пляшут. Галина спрашивает: Александр, за последнее время вы посетили Киев довольно много раз. А что вам больше всего понравилось в Украине, кроме девушек? Кроме девушек? Да, это хорошо, что позвонили. Здравствуйте, прямая линия. Задавайте свой вопрос, представьтесь, пожалуйста. Алло. Привет, Паша. Привет. Слушай, я тебя хотела спросить, а когда выйдет русскоязычный альбом и будут ли отстроить на Украине? Мы для вас не ждем, в Харькове особенно. В
Харькове ждете особенно? Ну, посмотрим. Может быть, в Харьков приеду, а альбом точно выйдет в октябре. И надеюсь... Очень хорошо. А как тебя зовут? Юля. Спасибо тебе, Юля. Хорошего тебе дня. Пока. Спасибо тебе, пока. Так, вернемся все же к этому вопросу. Что больше всего понравилось в Украине? Какое-то место? Ну, вот сейчас, после того, когда я был в Крыму, мне очень понравились горы. Там, Крымские горы. да, такие обрывы красивые. И купаться там очень хорошо. В Карпатах не были еще. Вроде бы нет. Хорошо, следующий вопрос от Маши. Саша, когда ты говоришь по-русски, иногда допускаешь много милых и смешных ошибок. Когда все вокруг начинают смеяться над очередным твоим не так сказанным словом, не бывало ли обидно? Ну, вернемся. Добрый день, прямая линия. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, Саша, привет. Привет. Я Катя из Криворога. Откуда? Криворога. Клеворог. Да. Здравствуй. Такой вопрос, как тебе удается притягивать внимание людей со всего мира? Что в тебе, такого особенного? И еще, почему нужно быстро как... Подожди, сначала первый вопрос, еще раз. Как тебе удается притягивать внимание людей со всего мира? Нужно спеть по телевидению, чтобы весь мир увидел. Правильно вопрос понял, да? Всем это по-разному, да? Но это не самое главное в жизни быть известным во всем мире. Самое главное, чтобы общаться с теми людьми, которые тебе нравятся. Давай следующий вопрос. Следующий вопрос задавайте, пожалуйста. Сорвалась? Так. Хорошо, вернемся. Не обидно ли тебе, когда смеются над неправильно сказанными словами на русском языке? Занимался русским языком, так тогда было обидно, но хотя у меня сейчас есть словарь с собой, но у меня почти нет времени учить русский язык. Но самое главное, понимают меня люди, этого хватит. То есть ты не обижайся, если Нет. смеются, да? Самое главное, что когда я пою по-русски, тогда чувствуется, что все-таки я родился в Беларуси, что... Ой, привет! Привет. Привет! Меня зовут Юля. Здравствуй, Юля. Можно тебе задать один вопрос? Только, пожалуйста, ответь на него честно. Тогда можно. Хорошо, продолжим вопросы с сайта. Соня спрашивает, многие в детстве мечтали стать известными политиками, актерами, певцами. А какая у тебя была мечта в детстве? Мечтал стать? Я хотел стать астронавтом. И так не получилось. Ну, хотя бы певцом стал, ну ладно. По-моему, тоже хорошо. Людмила спрашивает, какой опыт из участия в Евровидении ты вынес? И что изменилось в людях, окружающих тебя и близких после победы на Евровидении? Как-то стали по-другому к тебе относиться окружающие? Да, очень... Привет! Алло, здравствуйте. Здравствуй. Да, Саша, привет. Привет. Меня зовут Вероника. Я с Украины, Херсона. Ага. Я бы хотела у тебя спросить, я слышала, что ты хочешь написать музыку. У тебя уже есть какие-то идеи по этому поводу? Есть идея. Парень встречает девушку, и, а больше идей нет. Ты специально так быстро говоришь, да? Ты же знаешь, что я не понимаю. Не, я никакой не танцор. Она хотела бы станцевать. Понятно, да. Но если ты так быстро танцуешь, как и разговариваешь, так, может быть, интересно было. Хорошо. Да, хорошо, приятно пообщаться. Очень приятно, да. Давай не будем ждать так же долго до следующего раза. Пока. Вернемся к нашему вопросу. Изменилось ли отношение окружающих после победы на Евровидении?
Нет, просто сейчас гораздо больше людей общаются со мной, но отношения вообще-то те же самые. Ну, конечно, такой момент есть, что многие хотят со мной дружить только чтобы прославиться сами. Да. А хотел бы еще раз принять участие? Но если я вижу у них талант, тогда мне не важно, любят они меня или нет, тогда я ладно уже буду продвигать их. Потому что если по-настоящему талант человека, так я всегда хочу продвинуть. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуй, что у тебя в личной жизни? Есть ли у тебя девушка? Если у меня девушка? Да. Ну, я не знаю, а как ты думаешь, есть? Ну, не знаю. А ты девушка? Да. Значит, в эту секунду ты моя девушка. Да? Да. Как тебя зовут? Правда ли это, что у тебя был роман Еще раз повторите вопрос. Правда ли это, что у тебя был роман с Леной из Нет, это совсем неправда. А что, пишут, что был романс? Да. Нет, ничего такого не было. А как ты считаешь, симпатичная девушка? Ну, не знаю. Ты даже не знаешь. Хорошо. Я тоже не знаю. Саша, когда у тебя день рождения? Я родился 13 мая 1986 года. А ты? А я 20 апреля. И какого года? 97-го. Ой, ну вот видишь. Все равно приятно было пообщаться. Хорошего тебе дня. Спасибо. Ага, пока. Ага, пока. Хотел бы еще раз принять участие в Евровидении? Категорически. Хорошо, следующий вопрос. А почему вы решили объединить свой концерт с Виталием Козловским? Потому что он очень хороший человек. Это мне в Украине много-много хороших артистов, но к многим очень трудно приближаться. А вот Виталий он хороший человек, так что я думаю, хотя он не был на его концерте, я думаю, он очень хороший интертейнер. И потому я с ним хочу работать. Алло, нет. Привет, это опять я. Почему ты опять забрала? Я хотела задать вопрос. Я слышала, что все эти песни кому-то посвящаются. Скажи, пожалуйста, кому посвящается песня Europe Skies? Europe Skies, Небеса Европы, это посвящается Европе. Потому что... что только Европе, это большой континент. Я пою о Европе будто как о женщине, что я всегда вернусь к ней. Так что, я надеюсь, понравится. Да, очень нравится. И я хотела бы очень поблагодарить за то, что ты отвечаешь на письма. Спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас еще будут больше писать мне. Следующий вопрос от Маргариты. Саша, ты в последнее время очень часто бываешь в Украине. А не хотел бы ты исполнить кавер-версию какой-нибудь украинской песни? Я несколько украинских песен слышал, и моя самая любимая это песня про чернобрывца. Это очень... народная перепел? Ну да. А что, Козловский первый пел? Нет, просто в последнее время исполняет Козлов. Ну, наверняка многие другие тоже. Да. И он очень хорошо поет, и это просто очень, но это мог бы даже быть гимн Украины. Песня чернобрывца. Да. Хорошо, следующий А как вообще, какой у вас гимн? А какой у вас гимн? Ще не вмерла Україна. Еще не умерла Украина. Слава недоля. Может быть, слышал. Ну да, помню. Следующий вопрос от Ирины. Саша, ты нашел в городах мира себе друзей, и как часто ты с ними общаешься? В городах мира? Да. Типа в разных странах, да? В разных странах, в разных городах, да.
Да, иногда я встречаю людей, которые по-настоящему хотят делиться со мной впечатлениями, и которые по-настоящему культуру свою хотят показать, историю страны. И очень, вообще-то, хотя я встречаю много-много артистов из разных стран, то это очень редко, что я именно с ними хочу дружить. Наоборот, я очень часто, например, с камерорежиссером, например, дружить. Ага. Здравствуй. Да. Повторите вопрос. Фактура? Фактура это кто? Это норвежские вот эти рэперы, кто это норвежский? Оптур. Да, конечно. Но это вот как раз про друзей. Это мои приятели, и всегда, да, конечно, было всегда. И когда я сказал моим продюсерам в Норвегии, что я хочу сделать рэп-песню, так все сказали: ой, ну тогда ты должен работать не вот с этими, потому что они известны. А я сказал: нет, я хочу работать с моими приятелями. Спасибо за ответ. Пока. Следующий вопрос от Норы. Смотрите, мы немножко так плохо, поэтому постараемся. Я читала, что в записи песни Castle Made of Snow Да. твой папа принимал непосредственное участие. Чья это была инициатива? Папа? Папа, да. Мой? Да. Что он типа... Создание этой песни, я так понимаю. Нет, эта песня, это старая песня из фильма «Кавказская пленница». Может быть, папа мне этот фильм показал, но это не он сочинил мне. Зато он очень хороший композитор. Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лиза. Да, здравствуй, Лиза. Саша, скажи, пожалуйста, когда у тебя будут гастроли по Украине? Когда у меня что? Будут гастроли по Украине. Ну, вот такие большие гастроли, я не знаю, надеюсь, скоро, или осенью, или зимой в следующем году. Но 19 октября у меня концерт в Киеве. И это будет очень особенный концерт будет, потому что там талантливые дети будут участвовать, и Виталий Козловский. Так что в следующем году уже совсем новое, совсем другое будет. Так что... Саша, мы тебя участвуем в Петровске. Там, ладно. Туда приду, туда. Пока. Хорошо, пока. Следующий вопрос от Виктории. В одном из своих интервью вы сказали, что у девушки должна быть удобная и практичная грудь. Вот какая это удобная и практичная? Это было по передаче «Стол заказов». Ну, очень даже может быть. Практично и удобно? Да. Ну, типа... Это чтобы когда я обнимаю девушку, чтобы грудь не была такая большая, что я не могу до нее дойти, типа. Да. Ага. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Привет, меня зовут Оля. И у меня такой вопрос. Саша, если ты решил снимать фильм про свою жизнь, то какой актер бы сыграл? Ой, опять быстро. Еще раз, пожалуйста. Если бы ты решил снимать фильм про свою жизнь, да, то какой актер бы сыграл? Хит Леджер. Но он умер. Тебе он нравится? Да, Роберт. Да. К сожалению, он умер, но, к счастью, он стал легендой из-за своих фильмов. Ты тоже будешь легендой? Посмотрим. Спасибо, пока. Следующий вопрос от Юли. Саша, что ты почувствовал, когда вышел впервые на сцену перед большой аудиторией? Вообще-то то же самое. Знаете, что гораздо страшнее петь перед мамой и папой. Потому что они такие критики, да, а когда люди так и так хотят тусоваться, типа танцевать, и так хлопают, орут, да? Ну, так, конечно, это же наоборот приятно мне все.
Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здрасте. Алло, задавайте вопрос. Алло. Да, испугались. Алло. Алло, это Флорианка, которая быстро говорит. Что? Я говорю, что Флорианка, которая быстро говорит. Ну да, ну сейчас помедленнее, да? Хорошо. Сейчас вы помедленнее говорите. Вот у меня такой вопрос. Вы много глупо, конечно, но мне интересно. Ага. Саш, а какая твоя любимая марка машин? Какая моя любимая марка? Я думаю, Ford. Потому что это, ну да, это самый безопасный. Да. Ну еще задайте вопрос. Скажи, а что самое безумное было в твоей жизни? Самое безумное в твоей жизни. Безумное, что типа невероятное, да? Да. Любая. Что мне платят деньги за то, чтобы я веселился. Это довольно безумно. Да. Хотя сегодня утром я не веселился. Сегодня утром я встал очень был больной. Ну и сейчас больной вообще-то. Ну, сейчас с вами интересно общаться. Хорошо. Да, ну, спасибо большое. Ну, выздоравливайте, значит. Спасибо, ты тоже. Хорошо. Вернемся к предыдущему вопросу. Ты сказала, что родители тебя критикуют. Ну, они адекватно оценивают твое творчество? Если им что-то не нравится, они честно высказывают свое мнение? Да? Если что-то им не нравится, они честно высказывают свое мнение до тех пор, когда у меня появился успех, и тогда они это мнение типа стирают. Сейчас они уже не критикуют? Нет, также по-прежнему критикуют, но сейчас уже чуть-чуть в меру, потому что они знают, что сейчас шанс есть, что они не правы. Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое самое романтичное письмо вы получали? Самое романтичное письмо, которое вы получили? Романтичное? Да. Самое, нужно сказать, вот в множественном числе. Самые романтичные письма — это те, там, где люди не слишком перебарщивают, там, где люди используют простые слова. Не только потому, что тогда понимают легче, а потому что это ближе к моему сердцу. Что, ответил коротко? Нет. Хорошо, следующий вопрос от Натальи. Планируете ли вы в дальнейшем? Что вы? Я сейчас понял, что люди принимают меня сейчас как своего. Так что... Россия, Украина. Да. Так что я чувствую, что все сейчас я же альбомы делаю новые все время по-английски, а потом переводы на русском делаю. Сам переводишь? Не, что вы, это ужасно было. Пишешь на английском, а на русском пока не пробовал писать? Нет, я приглашаю разных авторов, чтобы они мне помогали. Алло. Привет, Саша. Привет. Я у тебя хотела спросить. В твоей песне «Небеса Европы» очень красивый текст на русском. Спасибо, видишь? Кто делал перевод и принимал ли ты участие в этом? О, это Яна может мне помочь. Яна в туалет пошла. Нам очень, русскоязычных поклонников очень... Вообще-то мне это, конечно, очень стыдно, что такой хороший автор, и я не помню, как ее зовут. Это очень стыдно. И в следующий раз я точно отвечу. Ну хорошо. Я желаю тебе, во всяком случае, выздоравливать. Вот вчера видно очень много мороженого елся. Ну, может быть, из-за этого. Но вчера я был здоровый. Ну да, мы видели. Ну, спасибо большое за ответ. Говорю, спасибо большое за ответ. Пока. Спасибо вам. Пока. Тебе. Еще один вопрос от той же Натальи. С кем вы хотите спеть дуэтом? С глюкозой и с Филиппом Киркором, потому что у нас очень хорошая, у вас, как это говорится, химия вместе, отношения, да, на сцене, я думаю, что у нас очень будет хорошие отношения. Прямая линия, поставьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Хорошо, здравствуй, Даша. Здравствуй. Ой.
Здравствуйте. Что? Расстраивает твой голос почему-то. Расстраивает голос. Ну да, ну это я понимаю, потому что я очень сейчас, я очень мало улыбаюсь, потому что я очень больной, так что я энергию коплю. Да, ты не должен быть больной. Да, не конфетки в кармане, леденцы тоже, понимаешь? У меня что, конфеты в кармане? Цвет горла. Да, да? Ну да, спасибо, что ты заботишься о мне. У вас есть вопрос? Я если ты помнишь. Мы тебе должны присылать такие конфетки. Ну спасибо, но я их уже съел. Так, значит, вечером мы тебе снова привезем. Итак, С удовольствием. Я очень рад, спасибо вам большое. привет из Сталина, это Наталья. Привет от Сталина? Да. Сталина. Ты тебя тут тоже. Ага, спасибо, ему тоже привет. Хочешь тебе Сталина звонят? Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, подробнее о твоей новой скрипачке Ольге. И вообще по какому... Ольгу я встретил через моего лучшего друга, через моего самого близкого друга. И я ему доверяю всему. И он сказал, когда Моа закончила, у меня вообще-то 3 скрипачки были, одна закончила. И он тогда сказал, что он знает девушку, которая просто очень подходит здесь, потому что она по-русски разговаривает, и хорошо играет, и поет, и у нее очень амбиции. А по каким параметрам выбираешь людей себе в команду? Характеров или профессионализм? Ну, характер очень разный у моих девушек. Но самое главное, чтобы они хорошо играли и пели, конечно. И чтобы чуть-чуть красивые тоже были. Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктория. Хотела бы узнать, с кем вы, с украинских или российских исполнителей, хотелось вам спеть в дуэте? Хотелось бы спеть с... Вместе. Да. Хотелось бы спеть с Тату. Но это уже не... Ну, это трио было. Хотелось бы спеть с Тату. Мне очень нравится. Да. И мама бы очень обрадовалась. Это ее самая любимая группа, кстати. Да. Но они уже не вместе больше, да? Да, а если взять Украину, нашу страну? Из Украины. А если Украину? Конечно, Саня Лорак была бы вообще, это самая большая мечта моя. Но если она согласна, так с удовольствием спою с ней. Ой, не надо, я лучше сам предложу. Пока. Следующий вопрос. А сколько еще? Сколько еще вопросов? 38, 15, 38. Еще 20 минут у нас, да? Ну, хорошо. Лучше, если можно, чуть-чуть. Ну ладно, не 20 минут. Следующий вопрос от Ильи Анны. Очень хочется услышать живую джазовые и классические вещи в твоем исполнении. Будет и тур с такой программой или будет только в Норвегии? Почему? Я очень хочу устроить концерт с джазовой программой, и там, где меня будут приглашать, туда я поеду. Вообще-то. В ближайшем времени не планируется ничего. Почему? Планируется. Я думаю, что в следующем году это будет год джаза. Это Саша, а это кто? Это Ярослав, ваш большой поклон. Здравствуй, Ярослав. Можно задать тебе 2 вопроса? Давай уже. Первый вопрос. Чем ты занимаешься в свободное время, кроме музыки? Компьютерными играми. Не компьютерными, а даже не компьютерными, не надо меня перебивать. Ярослав. Ты меня перебиваешь? Да. Я не слышу, что он сказал. Какое кино любишь?
я очень люблю кино там, где, как называется, местят, как это сказать? Классический. Не, нам когда месяц. Боевики. Ну как это сказать, боевики. Ну как называется, например, Taken. Знаешь, что я посоветую тебе Taken посмотреть, это очень. Не, Taken называется фильм. Да. Я просто все знаю, что кино такое, поэтому я и спрашиваю. Очень хорошо. А ты играешь в Xbox? Ярослав, ты опять меня перебиваешь. Ярослав. Слушайте ответ. А ты в Xbox играешь? У меня другие нету, потому что они меня заставляют курить, что такое вредная привычка. Ой, я думаю, что ты сильный парень, ты знаешь сам, что тебе лучше, да? Да. Очень хорошо. Удачи тебе. Нету, так что приходится самому гулять где-то. У меня тоже всегда приходится самому гулять где-то, когда я здесь в Киеве. Приедешь? Спасибо тебе большое. Тогда, увижу тебя там. Пока. Следующий вопрос от Ирины. Кем ты хотел бы видеть свое будущее в музыке? Каким? Каким ты хотел бы видеть свое будущее в музыке? Концерты по всему миру на многотысячных стадионах или музыка не для всех, свой зритель и маленькие концерты? Ой, это очень глупый вопрос, честное слово сказать. Нет, я очень рад, что спрашивают, но не совсем правильный вопрос, потому что нету такой музыки для всех. Никто никогда не найдет артиста, которого все любят. Так что классику, например, Паганини, это типа говорят, что это особая музыка, что там не все любят, но он собирал 50 тысяч людей на концерт. А вот, например, сейчас Джордж Майкл был в Норвегии, и он собрал 200. Не 1000, а вообще 200 людей. Так что все это по-разному. А тебе больше нравится выступать на большой сцене, на стадионах, допустим, где много аудитории, либо на маленьком зале, где... Не, ну конечно, мне очень нравится респонс, как называется. Ну, респонс. Когда люди отвечают, сообщение. Близко к тебе находится? Не, респонс, кто-нибудь по-английски говорит. Нет? Да, когда я вижу реакции, вот. Когда поют вместе с... Да, потому что в классической музыке, типа, можно сыграть там, концерт 40-50 минут, и все сидят, да, и после первой части, между первой и второй части, где хлопают, все наконец-то могут откашляться, и потом опять тихо сидят. Это мне интересно. Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Света. Очень приятно. Саша, я хотела задать вам вопрос. Ваша песня «Say» из нового альбома. Да. Это реальная история, которая с вами произошла? Или, может быть, кто-то из ваших друзей, с ним это была история? Что я влюблен в девушку, которая влюблена в другого парня? Да. Ну, это очень часто используют этот сюжет в песнях. Это история реальная, да. Хотя я написал ее уже 4 года назад, так что она сейчас уже не такая уж актуальная. Я не страдаю уже больше, по этой девушке, сейчас уже по другой страдаю. Хотела еще спросить, альбом в Украине выйдет до начала концерта 19-го, то есть в начале? Примерно в октябре выйдет альбом. Хорошо, спасибо. Увидимся на концерте. Да? Уверена? Да, я вам Обещаешь? через билет. О, хорошо. Так что Очень приятно. до встречи. До встречи. Пока. Да. Пока. Следующий вопрос. Оксана, рассказывай
на концерте в Одессе была со своим 8-летним сыном, и после твоего концерта мать со скрипкой. И она просит дать совет начинающему скрипачу. Очень, во-первых, это, конечно, очень трогательно. Молодец, малыш. Пусть он занимается ежедневно, но не слишком много. Если не хочется заниматься, так лучше подождать несколько часов и потом почувствовать, может быть, что все-таки захочется. И не надо слишком родителям толкать его на сцену. Да. Наталья интересуется, вопрос такой, суеверный ли вы человек, ну скажем, есть ли у вас какие-нибудь традиции или суеверия в карьере, жизни и любви? Нет. Но иногда очень интересно, как это, оглянуть назад, как это сказать? Оглянуть назад. Потому что некоторые говорят, что это судьба, а мне просто нравится это типа складывать мою жизнь как такой большой кроссворд, что это событие привело к этому событию, это к этому. Например, очень часто я пример этот говорю, что про девушку мою, бывшую девушку, 6 лет назад мы расстались, и я 4-5 лет плакал и страдал, и совсем не понимал, почему именно я должен все время так, когда все мои другие друзья быстро забывают и новые находят, а я все время о ней думал. Я совсем не понимал, почему. И вот написал песню потом, выиграл Евровидение, и сейчас понимаю, что я не скажу, что это судьба, но все равно это интересное чувство, да. Давайте последний вопрос, быстренько ответим. Ира спрашивает, если девушка сделает тебе предложение, ты согласишься жениться на ней? А что она мне предложит? Выйти за тебя замуж. Придет и скажет, женись на мне, Александр, я хочу быть твоей женой. Если бы я бы согласился, так тогда бы у меня очень много жен было бы. Я же не могу всем. Спасибо большое. Критерии чуть-чуть поглубже, чем это. Поглубже. Хорошо, Саша. И скажи, пожалуйста, в эфире, какой вопрос выиграл билет на твой концерт? Какой вопрос тебе понравился больше всего? С тех, которые ты звучал. Ой, забыл вопрос запоминать. Что мне там понравилось? Про грудь, да. Вообще, я сказал, что это глупый вопрос, но вообще-то он не такой уж и глупый был, про что мне нравится больше всего для многих людей играть, да. Нет, так стадион и маленький клуб это вообще то же самое. Типа маленький концертный зал, там же цвет такой. Видеть свое будущее в музыке, да? Концерты по всему миру. Да. Итак, победитель у нас читатель под ником Ирина. Поздравляю, Ирина. И завершающее слово для наших читателей. Завершающее слово. Да, и опять я очень извиняюсь за то, что я так опоздал, но я явился, не запылился. И очень-очень приятно было с вами пообщаться. Я чуть-чуть больной, но скоро выздоровлю. И вам тоже желаю здоровья. Это самое главное здесь. Я сейчас чувствую. Спасибо вам большое и до встречи. Встречаемся 19 октября.